Примитивные типы данных. Есть 8 стульев. На какой сам сядешь, а на какой тимлида посадишь. А если серьезно, каждый Java разработчик должен знать, какие типы данных есть в Java. И именно об этом сейчас пойдет речь. Вообще типы данных в Java делятся на примитивные и ссылочные. Про ссылочные будет отдельное видео. Но это не точно. Нас сейчас интересуют примитивы, или, как их иногда называют, простые типы данных. Всего их 8. Также они делятся на группы. Целочисленные. Для них в Java определены 4 типа: byte, short, int и long. Все эти типы данных представляют собой целочисленные значения со знаком, как положительным, так и отрицательным. В языке Java не поддерживаются только положительные целочисленные значения без знака, как во многих других языках, потому что разработчики Java посчитали их ненужными, так как в основном беззнаковые числа служили для того, чтобы обозначить состояние старшего бита. Но если ты начинающий разработчик, оставь эту информацию на потом, к этому мы еще вернемся в будущем. Вторая группа после целочисленных типов — это числа с плавающей точкой. Они используются при вычислении выражений, которые требуют результата с точностью до определенного знака после десятичной точки. Таких типов в Java существует два. Это float и double. Помимо числовых типов в Java есть символьный. Это char. Служит для хранения символов, представленных в Unicode. И логический тип boolean предназначен для хранения логических значений. Переменные этого типа могут принимать только одно из двух возможных значений. True — истина или false — ложная. Теперь поговорим подробнее о каждом. Из целочисленных наименьший по длине является тип byte. Это 8-разрядный тип данных со знаком и диапазоном допустимых значений от минус 128 до 127. Переменные типа byte обычно используют с потоками ввода-вывода данных в сети или в файлах. Они удобны также при манипулировании необработанными двоичными данными, которые могут и не быть непосредственно совместимы с другими встроенными типами данных в Java. Для объявления переменных типа byte служит ключевое слово byte. Например, в следующей строке кода объявляется переменная типа byte. Следующий по длине идет тип short. Вы вообще когда-нибудь встречали в своей практике short? Я вот сколько программировал, ни разу short не встречал. Если где-то он используется, напишите комментарий, будет интересно. Вообще тип short представляет собой 16-разрядные численные значения со знаком в пределах от минус 32 768 до 32 767. Этот тип данных применяется в Java реже всех остальных. На экране видите пример объявления типа short. Целочисленный тип данных int. Это вообще must have, его прям применяют везде, где только можно. Это наиболее часто употребляемый целочисленный тип. Это 32-разрядное целочисленное значение со знаком в пределах от минус много цифр до много цифр, видите на экране, соответственно. Среди прочего, переменные типы int зачастую используются для управления циклами и индексирования массивов. Если уже знакомы с циклом for, вы, конечно же, это видели. На первый взгляд может показаться, что пользоваться типом byte или short эффективнее, чем типом int, в тех случаях, когда не требуется более широкий диапазон допустимых значений, представляемым последним, но в действительности это не всегда так. Дело в том, что при указании значений типа byte и short в выражениях их тип продвигается к типу int при вычислении выражения. Поэтому тип int зачастую оказывается наиболее подходящим для обращения с целочисленным значением. Следующий тип, самый длинный среди целочисленных, это тип long. Это 64-разрядные целочисленные значения со знаком. Удобен в тех случаях, когда длины типа int недостаточно для хранения требуемого значения. Диапазон допустимых значений типа long достаточно велик, что делает его удобным для обращения с большими целыми числами. Тип long, например, можно использовать для вычисления скорости света. Далее пример программы, в которой вычисляется количество миль, проходимых лучом света за указанное число дней. Эта программа вводит следующий результат. Очевидно, что такой результат не поместился бы в переменной типа int. Дальше числа с плавающей точкой. Их называют на самом деле по-разному. Их также называют действительными. Используются при вычислении выражений, которые требуют результата с точно до определенного знака после десятичной точки. Например, когда может применяться? Например, вычисление квадратного корня или синуса или косинуса. Итак,
Тип float. Этот тип определяет числовое значение с плавающей точкой одинарной точности, для хранения которого в оперативной памяти требуется 32 бита. В некоторых процессах обработка числовых значений с плавающей точкой одинарной точности выполняется быстрее и требует в 2 раза меньше памяти, чем обработка аналогичных значений двойной точности. Но если числовые значения слишком велики или слишком малы, то тип данных float не обеспечивает требуемую точность вычислений. Этот тип данных удобен в тех случаях, когда требуется числовое значение с дробной частью, но без особой точности. Например, значение типа float может быть удобно для предоставления денежных сумм в долларах и центах, в рублях и копейках. Приведен пример объявления переменной типа float. Для хранения числовых значений с плавающей точкой двойной точности, как обозначает ключевое слово double, в оперативной памяти требуется 64 бита. На самом деле, в некоторых современных процессорах, оптимизированных для выполнения математических расчетов с высокой скоростью, обработка значений двойной точности выполняется быстрее, чем обработка значений одинарной точности. Пользоваться типом double рациональнее всего, когда требуется сохранять точность многократно повторяющихся вычислений или манипулировать большими числами. Приведен краткий пример программы, где переменные типа double используются для вычисления площади круга. В этом коде мы видим, объявляется переменная, радиус, приблизительное значение числа π и результат путем умножения числа π на радиус в квадрате. Получается площадь круга. Дальше. Символьный тип данных char. Следует, однако, иметь в виду, что Java символы представлены в Unicode, определяющим полный набор международных символов на всех известных языках мира. Unicode унифицирует десятки наборов символов, в том числе латинский, греческий, арабский алфавит, кириллицу, иврит, японский, тайский, иероглифы и многие другие символы. На ранней стадии развития языка Java для хранения этих символов требовалось 16 бит, и поэтому в Java был внедрен 16-разрядный тип char. Диапазон допустимых значений этого типа данных составляет от 0 до 65 536 символов. Отрицательных значений типа char не существует. Стандартный набор символов, известный как SCI, содержит значения от 0 до 127, а расширенный 8-разрядный набор символов ISO Latin 1 значения от 0 до 255. А поскольку язык Java предназначен для написания программ, которые можно применять во всем мире, то употребление в нем кодировки в Unicode для предоставления символов вполне обоснованы. Разумеется, пользоваться кодировкой в Unicode для локализации программ на таких языках, как английский, немецкий, испанский или французский не совсем эффективно, поскольку для представления символов из алфавита этих языков достаточно и 8 бит. Но это та цена, которую приходится платить за переносимость программ в глобальном масштабе. Использование переменных типа char демонстрируется в следующем примере программы. Эта программа выводит следующий результат. Обратите внимание на то, что переменной c1 присвоено значение 88, обозначающий код ASCII и Unicode латинской буквы I. Как отмечалось ранее, набор символов в коде ASCII занимает первые 127 значений из набора символов в Unicode. Поэтому все прежние приемы, применявшиеся для обращения с символами в других языках программирования, вполне пригодны и для Java. Несмотря на то, что тип char предназначен для хранения символов в Unicode, им можно пользоваться и как целочисленным типом для выполнения арифметических операций. Например, он допускает сложение символов или приращение значения символьной переменной. Такое применение типа char демонстрируется в следующем примере программы. Здесь символьные переменные ведут себя как целочисленные значения. Сначала в данном примере программы переменной ch1 присваивается значение символа x, а затем происходит приращение значения этой переменной, то есть его увеличение на единицу. В итоге в переменной ch1 остается значение символа y, следующего по порядку в наборе символов в коде ASCII и Unicode. Интересный факт. В формальной спецификации Java тип char упоминается как целочисленный, а это означает, что он относится к той же общей категории, что и типы int, short, long и byte. Но поскольку основное назначение типа char представляет символы в Unicode, то он относится к самостоятельной категории. И, наконец, логические значения. Как мы уже знаем, в языке Java имеется примитивный тип boolean, предназначенный для хранения логических значений. Переменные этого типа могут принимать только одно из двух возможных значений true или false. Значения этого логического типа возвращаются из всех операций сравнения вроде a меньше b. Тип boolean обязателен для употребления и в условных выражениях, которые управляют такими операторами, как if
и for. В следующем примере программы демонстрируется применение логического типа boolean. В приведенном примере программа особое внимание обращает на себя три момента. Во-первых, при выводе значения типа boolean на консоль с помощью метода println на экране появляются слова true или false. Во-вторых, одного лишь значения переменной типа boolean оказывается достаточно для управления условным оператором if. Вот так записывать условный оператор if не обязательно. Можно сделать вот так. Если нужно отрицание, то добавляем восклицательный знак. В-третьих, результатом выполнения операции сравнения вроде меньше является логическое значение типа boolean. Именно поэтому выражение 10 больше 9 приводит к выводу слова true. Более того, выражение 10 больше 9 должно быть заключено в дополнительный ряд круглых скобок, поскольку операция плюс имеет более высокую степень предшествования, чем операция больше. Если было полезно или интересно, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте.